Здравствуйте все! На канале Творческий сундучок. С вами Татьяна. Сегодня будем утилизировать небольшие полоски ткани. Это будут интересные лоскутные блоки. На первый взгляд непонятно, как они шились, но на самом деле все происходит очень просто. Для начала я нарезала небольшие полоски ткани 4 расцветок. 2 однотонные и 2 с набивным рисунком. Но вовсе не обязательно, чтобы у вас было такое сочетание однотонных и цветных полосок. Можно использовать или только однотонные, или же, как вот у меня, смешанные, или все ткани будут у вас с рисунком. А в конце видео я покажу блок, где использовала все полоски, все ткани с набивным рисунком. Полоски нарезала попарно. Размер полосок 5 на 16. И я выкладываю полоски в том порядке, в каком они будут сшиваться. Сначала я соединю попарно, и затем соединенные пары уже сошью между собой. Вот, прошила. И теперь соединяю парочки. Вот такой получился блок. Припуски я заутюжила на одну сторону, причем я загладила так, как легла ткань. И теперь я сошью точно так же второй блок. И вот 2 одинаковых блока. Я их выровняла. А будет еще быстрее и точнее, если вы возьмете полоски ткани вдвое длиннее. Размер полосок 32 на 5, и после сшивания полосок разрежете заготовку пополам, сложив вот таким образом. Дальше разворачиваем один блок таким образом, и полоски одного блока окажутся перпендикулярно относительно другого. Затем складываем лицом к лицу оба блока и прострачиваем по периметру, замыкая строчку. Вот, я прострочила. И теперь поиграемся в разрезалки. Я соединила диагональными линиями противоположные углы. И по этим линиям я сейчас разрежу заготовку на 4 части. Так, режем аккуратно. Теперь эти заготовочки разворачиваем и отутюживаем. Обрезаем торчащие уголки. Получились 4 вот таких квадрата, 4 маленьких блока, с которыми можно поразвлекаться, если хотите. Ну, например, можно составить вот такой блок. Или вот такой. Или же вот такой. То есть вариантов здесь множество. Это как калейдоскоп. И вот теперь я выберу какой-нибудь один из рисунков и буду соединять попарно наши квадратики. Сначала я их соединю вот так, соберу, а затем уже эти парочки сошью между собой.
Ну вот, получились два таких блока, и вы видите, что один блок меньше другого. Этот блок из коротких полос, и этот из длинных. Хотя ширина полос одинакова, и длина была вроде как рассчитана, но при оснаравливании вот этих квадратов из коротких полос обрезается больше, и поэтому разница в размере. И это надо будет учитывать. И еще такой момент. Почему надо заглаживать припуски на одну сторону? Посмотрите, при обрезании у нас, ну, какие закрепки вы будете делать, они все равно срежутся. Вот, поэтому никаких закрепок мы же здесь не делаем. Вот, если припуски, ну, то есть я уже тут не буду ничего делать, и если припуски разутюживать, то швы очень легко разойдутся. Показываю еще один разрезной блок. Он похож на этот, те же ткани и тот же рисунок. Но этот блок я шила из полосок ткани в 4 сантиметра и длиной 25 сантиметров после сшивания этих полос. Я разрезала пополам. В итоге в готовом виде блок получился уже вшитый в рамочку 13 сантиметров. 13 на 13. Маленькие блоки можно всегда подогнать под размер большого, если это необходимо при использовании в каком-то большом изделии. Вот так они смотрятся рядом. Симпатично. Показываю вам еще один блок, такой же разрезной. Вот он более такой контрастный. Здесь я использовала еще и белую ткань для контраста. И вот так это выглядит. И вот такое видео у меня сегодня получилось. Если оно оказалось хоть немного полезным, ставьте лайки, поддержите этим мой канал, а также подписывайтесь, если вы еще не подписаны, и жмите на колокольчик, чтобы получать уведомления. На этом я с вами прощаюсь. До скорой встречи!